Приветствую всех, друзья, с вами на связи Таро Алехандро, мира вам и вашему миру. Продолжаем цикл онлайн-гадания на картах Таро на Рождество, и сегодня я предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро на будущего мужа. Поработаем с потоком и посмотрим все, что придет мне из потока, что касается вашего будущего мужа и всех вопросов, которые могут касаться его непосредственно и всех обстоятельств вашей с ним встречи. Настройтесь на себя, на своего будущего партнера, которого хотите притянуть. Будем работать с потоком, а также будем, может быть, выхватывать какие-то советы высших сил, подсказки, инсайты, лайфхаки по привлечению мужчины в личную жизнь. И не только мужчины, но и вообще любви, счастья, достатка, благополучия и всего самого лучшего, что может сопутствовать вашему мужчине. Давайте просто посмотрим сначала. Вот у меня почему-то хочется спросить, вообще вот из потока первый вопрос, какой характер будет у вашего мужчины? Просто, допустим, основные черты характера или главные черты характера вашего мужчины. О, это такой, смотрите, главная черта характера такого, как вы мечтали, вы его видели во сне. Вообще здесь тройка жезлов, это мужчина перспективный. Ну а характер какой? Естественно, это холерик, это огонь. И это мужчина, который будет способен вести за собой. То есть вы, во-первых, за ним, как за путеводной звездой будете себя чувствовать. Ну, по сути, черта характера такая, как вы хотите, какой вы мечтали, еще раз. Но так вообще волевой, который добивается всего, да. Тройка жезлов, да, такой перспективный человек, который верит в будущее и ставит цели и добивается, да. То есть, ну, можно сказать, характер достигатор, да, вот так можно сказать на него, о нем, да. Хорошо, прекрасно. Давайте следующий вопрос. Ну вот, а как он будет внешне выглядеть, да? Как вы его узнаете? Внешность его, да? Какова его внешность? Ну, внешне он будет сильный, крепкий, как дерево, дуб, да, как дуб крепкий, здоровый. Ну и будет внешне, да, производить впечатление обеспеченного, не бедного человека, крепко стоящего на ногах, с которым у вас возникнет желание быть рядом. И у вас возникнет желание с ним задержаться надолго. Тем не менее, внешне вызывающий уважение, внешне сильный, крепкий, здоровый человек, не бедно выглядящий. Одежда его будет выглядеть достойно или дорого. Следующий вопрос. Давайте спросим, а какими качествами он будет вас привлекать? Какое качество в нем привлечет вас или зацепит вас, да, или заставит вас захотеть с ним быть, или постоять рядом, или быть рядом? Какое качество? Давайте не какими качествами, а какое главное качество в нем привлечет вас. Вы можете ставить на паузу сейчас, загадать желание и загадать качество, пока я не открыл. Поставьте на паузу. Окей. Сняли вы с паузы, да? Вы написали комментарий, не забудьте, какое качество вы бы хотели. Как раз и проверите. Но опять-таки человек, который умеет ставить цель и достигать ее цель, эту цель. Еще эта карта часто говорит о, ну, кстати, подтверждает вспыльчивый характер, характер холерика, да. Но больше всего это человек, который обещает и делает. И мало того, что человек, который не только обещает и делает, но еще и достигает поставленных перед собой целей. Вам, кстати, идут качества очень такого целеустремленного, решительного мужчины. Да, и еще он будет очень горячим любовником. Это тоже достаточно хорошее качество. Окей, давайте спросим у Таро, а как вы встретитесь? Как вы встретитесь? Как вы встретитесь? Что скажут карты? Вы знаете,
Двойка мечей. Здесь вообще изображен конфликт, но это конфликт разума. Почему-то у меня такое ощущение, что вы встретитесь тогда, когда смиритесь или примиритесь с тем, с чем не можете примириться. И он тоже смирится с тем, с чем он не может примириться. Кстати, сейчас у меня коптит свеча. То, с чем вы не можете примириться, и то, с чем он не может примириться, оно не очень хорошее. Также вы можете встретиться при обстоятельствах, которые будут похожи на конфликт, и вам нужно будет обойти этот конфликт. Ну, например, вы ему наступите на ногу, или он вам наступит на ногу, да, к примеру. Ну, или вы будете находиться на одной территории, и вам нужно будет идти на компромисс. У меня почему-то идет такое, что вам придется, вот при каких обстоятельствах, как вы встретитесь, вам нужно будет ему или простить что-то этому человеку, или согласиться с ним, или договориться о чем-то. То есть это может быть и переговоры с целью примирения, да, вот такое вот какое-то... Вы будете идти навстречу друг другу в аспекте соглашения. Может быть, вот так будете идти навстречу друг другу, да, и оглянетесь. Тоже такое у меня из потока здесь немножко есть. Окей. А давайте спросим теперь такой вопрос. А в каком возрасте вы встретите этого человека? Ну, смотрите, здесь важен не возраст, сколько вам лет, потому что вам ровно столько лет, насколько вы себя чувствуете, да? Ну, мы возьмем характеристику этого возраста, да, что у вас будет связывать с этим возрастом? Почему-то у меня этот вопрос идет сейчас. О, здесь принцесса кубков, да. Вы встретите его в том возрасте, в котором будете готовы принимать чувства по-настоящему. Причем вы будете готовы к этим чувствам извне. Вообще, в этом возрасте вы все еще будете чувствовать себя молодой, юной особой. Поэтому здесь действительно возраст — это состояние души, по большому счету. Поэтому вам будет столько лет, что вы все равно, несмотря ни на что, в этом возрасте и в этом времени пребывания в своей жизни вы будете готовы получать чувства и готовы принимать, получать, и будете открыты к этим чувствам. Это тоже очень хорошее возрастное состояние, да, давайте так скажем. Какие у этого мужчины, мне хочется спросить, ну, чем он интересуется, какие у него будут интересы, ну, например, хобби, да, ну, чем он интересуется, какие интересы у него будут, и его интересы. Ну, это человек всесторонне развитый, кстати, и он может и вообще ничем не интересоваться, и быть всесторонне развитым. То есть здесь, по большому счету, его интересы сразу вас цеплять и не будут, а вас будет интересовать, возможно, его крепкость стояния на ногах, да, вот насколько он солиден, серьезен. Тем не менее, эти интересы могут колебаться от всего до ничего. То есть, ну, бывает такие, человек ничем не интересуется, да, интересуется вами только. Ну, это тоже классно. По большому, я почему-то здесь скажу, что этот человек всесторонне развитый по этой карте, ну, или вообще абсолютно пустой. Ну, с пустым человеком вам вряд ли будет интересно, правда? Поэтому давайте скажем, пойдем в ресурсы, и я скажу, что он будет всесторонне развит. По сути, хаос. В хаосе есть все. Поэтому, давайте так скажем, это будет гармоничная особа, в которой будет всего достаточно, и он и там разбирается. Ну, давайте, вот почему-то мне идет эрудированный человек, да, во всем по чуть-чуть и ни в чем конкретно, да, так тоже бывает, да, во всем разбираюсь, но конкретно ничего сказать не могу. Да, кстати, вот так оно, наверное, и будет. Во всем разбирается, но вот в каком-то узком моменте он может быть и не специалист, да.
Специалист во всем, но ни в чем конкретно. Вот такое почему-то идет. Окей. Но у меня вот почему-то идет сейчас еще, да, он вот этот 0, да, он по ситуации, да, находит себе что-то интересное, да, и его, возможно, почему-то сейчас мне пришло, у него хобби будет приходить вот с возрастом, согласно его возрасту, согласно его интересам. То есть он будет интересоваться по жизни разными вопросами, и теми вопросами, которые вам интересны, будет и интересно и ему. Это тоже достаточно интересный такой неплохой компромисс, да, интересов. А давайте уже спросим тогда, какие у него достижения по жизни будут, да, вот в профессии, там, да, вот успешный он человек в профессиональном аспекте, да. Но он такой больше мечтатель, да, мечтатель, фантазер. Я не скажу, что он очень успешен в какой-то профессиональной сфере. Больше он, скорее всего, будет все-таки в творчестве в каком-то успешен, да. А вот в профессиональном он может так и... Скорее всего, он будет, знаете, как в профессии не успешен, а вот в творческом подходе для себя, на себя он будет успешен. Ну вот так. Скорее всего, он нигде не будет работать, этот человек, по этой карте. Поэтому его профессиональные достижения — это его мечты. Ну а почему? Потому что он просто уже не работает. Скорее всего, этот человек, как говорится, понял жизнь, работать уже он не будет. Или уже просто преуспевающий бизнесмен, или человек, который своим творчеством позволяет себе не работать на кого-то. Да? Ну вот так. Давайте вот дальше посмотрим. У меня почему-то такое идет, хочется посмотреть. Такой вопрос. Ну, из потока, да, идет мне. Ну вот мы посмотрели все вот карты, которые уже идут, да. Давайте посмотрим его материальное, да. Финансовое благосостояние, да, какое будет его финансовое положение, благосостояние, да, насколько вот он действительно будет обеспечен, если он выглядит дорого, да. Ну, смотрите, здесь с косой, та женщина с косой. Давайте так скажем, вам о его достатке получить информацию будет очень тяжело. Но, чтобы изменить вашу жизнь в материальном аспекте, этого будет хватать. Человек карта роковая, поэтому рок, да, то есть на его финансы влияет рок, обстоятельства. Поэтому вам будет хватать двоим. Но ваша жизнь, она с ним будет трансформироваться. И эта трансформация будет зависеть от его финансового состояния. Поэтому этот человек непростой. Он где-то, видите, здесь у него работа связана где-то с бизнесом, с творчеством. Поэтому его финансы будут зависеть больше, да, от того, как он адаптируется к переменам в своей судьбе. Но по смерти, я думаю, что он или вообще не будет обладать финансами на какой-то момент, или будет очень не беден. Вот почему-то такой идет поток. Давайте теперь посмотрим, вот каким будет его отношение к семье. Его отношение к семье. Вот этот вопрос у меня. Почему? Потому что рядом тут десятка пентаклей, да, и рыцарь жезлов, да, потом дистанция какая-то, да. С одной стороны это родственники, а с другой стороны дистанция. Ну давайте больше к семье. Вы уже сами себе поставите вопрос, это к вашей семье или к семье, его семье, да, то есть посмотрите, да, вот как вам важнее, да. Я просто скажу его отношение к семье. А что это за семья, вы уже сами себе обозначите. Ну, здесь могут быть и конфликты с семьей у него. Во всяком случае, у меня выпадает карта пятерка жезлов. По пятерке жезлов здесь идет борьба, поэтому давайте так скажем. Каким бы ни было его отношение к семье,
вам ввязываться в его отношение к семье не нужно. Почему? Потому что, ну, как минимум, я не думаю, что вы хотите тратить много своих сил, женских сил, да? Особенно если вы очень хрупкая женщина. Вот вы поставьте мне на паузу и напишите: я хрупкая, поэтому ввязываться в его отношения с семьей я не буду точно. Потому что, возможно, вы уже один раз обожглись с этим. Окей. Но, тем не менее, с семьей у него могут быть какие-то конфликты, поэтому ни ваша семья, ни его семья лучше бы не влияли ни на вас, ни на него. Вот такой какой-то месседж у меня идет отсюда. Какие, давайте посмотрим, все-таки у него будут жизненные цели. Мы же вот начали, да, с достижения целей. Какие у него будут жизненные цели? Жизненные цели его и амбиции. Вот чего он хочет добиться? Будет хотеть добиться. Ой, здесь сложная карта. Непростой человек. Его жизненные цели и амбиции неоднозначны. Они достаточно импульсивны, агрессивны и зависят от тактики, а не от стратегии. Поэтому его амбицией будет выжить сейчас, здесь и сейчас. И жить он будет, скорее всего, здесь и сейчас. И далеко идущих каких-то целей он ставить перед собой не будет. Вот сегодня победил, хорошо. Жизнь, день прожили, хорошо. То есть человек будет добиваться целей, но каждый день, да, вот, не будет строить далеко идущих планов. Хорошо это или плохо? Не хорошо, не плохо. Возможно, он борец и не заглядывает далеко в будущее, не гадает на картах Таро, например, да, или живет одним днем. Но так тоже можно. Так тоже можно. Возможно, такие обстоятельства. Возможно, такой характер, да, холерик. Сегодня хорошо и хорошо. Окей. Это не говорит о том, что он не может быть творческим человеком, да, и мечтать о чем-то. Да, он может мечтать, но его цели и амбиции жить одним днем. Сегодня, здесь и сейчас. Радоваться жизни. Вот почему. Подходит вам такое или нет? Напишите, пожалуйста, мне интересно. Но, во всяком случае, это карта борьбы и схватки. Давайте я так скажу. У него будут жизненные цели успеть, во всяком случае, и победить. Успеть, победить, может быть, где-то доказать. Потому что эта карта достаточно агрессивна. Успеть, победить и доказать. Окей. Хорошо. Давайте спросим. Если он такой успеть, победить, доказать, и еще и одним днем. А какое место занимает любовь в его жизни? О, уже пора спросить. У нас уже сколько карт? 6, 4, 10, 11 вопрос. Пора спрашивать. Да? Какое место занимает любовь в его жизни? Вы знаете, у меня такое ощущение, что не первое. Не первое. Что-то будет мешать раскрытию его любви. Четверка чаш — это пресыщение, то есть что-то лишнее. А с другой стороны, четверка чаш часто говорит об обиде и чувстве вины. Поэтому я скажу так. Чтобы в нем открыть эту любовь, ему нужно будет простить. Ему нужно будет простить. Не вам его простить, а ему нужно будет простить что-то из прошлого. Не терзаться чувством вины и пережить тугу, печаль. Да? Туга — это тоска. Тоску, печаль. И пережить тоску, печаль. И тогда в нем проснется любовь, которая когда-то в нем была. То есть у меня такое ощущение, что этот человек будет жесток из-за того, что в прошлом у него что-то было в отношениях, где-то ему причинили боль, страдания, и он может винить себя или кого-то за то, что было, да, и еще войдя с вами в отношения, да, уже, может быть, даже будучи мужем, может быть,
ему придется отпускать вот этот вот конфликт и где-то его, ну, как бы похоронить, да, по этой карте. Оно тут все есть, а конфликт тут вот он, видите, вот эти две карты. Поэтому, давайте я так скажу, у него есть место в сердце для любви, да, то есть в каждом сердце есть обитель для любви. Но чтобы она ожила, ему придется вот справиться с чувством вины, с чувством обиды и с чувством тоски, печали по прошлому. Где-то, может быть, это эмоциональное очищение, которое придется ему прожить, пережить для того, чтобы выйти на, ну, какой-то принципиально новый уровень проявления чувств в своей жизни. Окей. Поэтому поначалу эта любовь, она не будет первой в его жизни, да, то есть и вам нужно быть готовы к этому. Давайте его посмотрим. Здесь вот есть такой ребенок, и здесь шут, да, дух. Вроде дух ребенка появляется. Давайте спросим просто, а как он относится к детям? Его отношение к детям. Детей он будет очень любить, уважать и защищать. То есть очень хорошие отношения. И может ли он хотеть детей? Да. Ну, естественно, когда он будет уже готов эмоционально. Да. Да, где с детьми у него все хорошо. Это, кстати, король Пентаклей — это очень хороший отец, это стабильный отец, такой зрелый уже отец. И может быть даже он уже будет в таком зрелом возрасте хотеть детей. Ну, короли это после 40 обычно, но давайте скажем, после 33 лучше бы было бы, да, если бы у него это было, да, потому что король это уже явно за 33. Окей, поэтому он готов поддерживать детей, готов им помогать, обеспечивать, да, финансировать, спонсировать и так далее. Хорошо. Давайте посмотрим его взгляды на брак, на союз, да, вот именно на печать в паспорте. Его взгляды на брак. Согласиться. Ну, видите, здесь это, кстати, очень брачная карта, поэтому, видите, вам вот здесь вот в этом плане везет. Ну, в раскладе я имею везет, и если вы хотите, чтобы вам повезло в жизни, нужно сейчас поставить на паузу и написать такую декларацию. Чистым намерением своим я открываю двери в брачные отношения с надежным мужчиной, который ищет меня и которого ищу я. Вот так. Очень хорошая комбинация, где есть телец, это как минимум финансы, и дело это брак. Всегда, да? Или кармическая отработка в браке. Давайте теперь посмотрим. То есть позитивное, да, то есть соглашается. Давайте посмотрим. Ну вот вошли вы в брак, да? Интересно. А какова будет ваша совместная жизнь? Как раз вот здесь есть и десятка пентаклей, и с косой, да? Какова будет совместная ваша жизнь? Ну, мужчина здесь будет управлять ситуацией, и вы ведомая, а он ведущий. Он главный в семье, и ну, он отвечает, в принципе, за все и наделяет вас теми обязанностями, которыми он посчитает нужным. То есть хотите вы этого, не хотите, по королю жезлов он командир, он царь и бог, условно говоря. Ну, как минимум, правила и тон отношений будет задавать он. Ну, здесь нету ни царя, ни бога, кстати. Ну, здесь божественные проявления есть в этой карте. Но больше вот это правила и тон, да. Вы можете играть роль здесь. В лучшем случае это будет даже неплохо, если вы будете играть эту роль серого кардинала. Почему-то у меня идет такой поток. И как вам серый кардинал? Напишите мне, о да, мне подходит. Или напишите, не-не-не, мне серый кардинал не подходит, мне только императрица, например. Да? Но уж тут выпадает очень много королей, поэтому этот мужчина, кстати, будущий муж, не будет тютей. Вам везет, может, если вы такого искали, да? Или обещает не быть по раскладу, да? Хорошо. Давайте спросим. Вот у меня почему-то идет из потока спросить, да?
вот первые годы брака, они самые сложные, да, вот почему-то у меня идет, вот он год, да, брак вот здесь управление, вот первые годы брака, вот какие они будут, да, давайте вот так спросим, какие будут первые годы брака, мы же о муже все время смотрим сегодня, первые годы брака, давайте, они очень тяжелые, то есть притирочка у вас будет просто капец. Ну, смотрите, эта карта, она о предательстве часто, поэтому самый высокий риск того, что вы просто перегорите и, ну, предадите, может, какие-то принципы. Но вот в этой карте она больше, вот здесь я не о предательстве, почему-то она у меня идет. Вот смотрите, пятерка и рыцарь жезлов. Это максимализм. То есть муж рискует быть достаточно требовательным, жестким, и вам, как женщине, будет тяжело адаптироваться. Я вам скажу, тут есть один нюанс. Смотрите, выпало много королей, рыцарей, но не выпала ни одна королева. Выпала принцесса, это паш, вот он. А королей куча, а королев нету. То есть, смотрите, мужчина будет доминировать. К этому нужно быть готовой. Вы готовы к тому, чтобы мужчина доминировал? Напишите мне в комментариях. Я обязательно поставлю вам сердечко за такое. Но если вы не готовы, я вам все равно поставлю сердечко. Потому что можно быть и не готовой к доминации мужской. Здесь отсутствует женская доминация. А мужской доминации здесь очень много. Поэтому он может быть настолько целеустремленным и требовательным, что он будет требователен и к себе, и к вам. Имейте это в виду. То есть он не будет смотреть на вас спустя руки. Или спустя рукава. Или сквозь розовые очки. Ну, такой в реальности человек. Почему бы нет? Окей. Хорошо. Поэтому притирочка у вас будет очень жесткая. Пройдете притирочку, но первые 5 лет будет очень тяжелые. Или первые 5 месяцев. Ну, давайте так скажем, 5 месяцев 100%, но может затянуться и на 5 лет. Пятерка все-таки. Ну и у вас, смотрите, пятерка под пятерку. Смотрите, борьба уже есть. Мужское какое-то вот аспект дьявола в подростковом возрасте, да, в нем может быть. Поэтому, ну, холерик. Тяжело с холериком. Холерик. Да, он надежный, да, но человек вспыльчивый, скорее всего. В меру агрессивный, импульсивный. Понимаете, да? Рыцари есть, короли есть. Хорошо. Может быть такое, что здесь чаш не сильно много, и чаши в таких аспектах, ну, четверка чаш, она как бы закрытая вода какая-то, да. Может быть что-то с эмоциями у человека. Давайте спросим, а какие качества он будет ценить в вас? Какие качества он будет ценить в вас? Какие качества он будет ценить в вас? Адаптацию. Смотрите, это перемены к лучшему. Адаптацию, умение экономить. Умение, да, экономить. Ну и умение быть такой в движении, динамичной, да, то есть. Поэтому, смотрите, 3 качества. Умение экономить, еще раз. Умение привыкать, адаптироваться. Принимать, да, это принятие. И не быть тормозом. Вот если эти качества у вас будут, я думаю, что у вас все будет с ним хорошо. Хорошо. Почему-то сейчас у меня приходит, что этот мужчина по вот этой карте, мы вернемся чуть-чуть назад, может быть ревнивый. Поэтому не давайте ему повода вас в чем-то обвинять. Я думаю, что вы знаете, как с этим справиться. Давайте посмотрим, какие у вас будут общие интересы. Вот этот интересный вопрос, да, вот качество, как раз после качества можно посмотреть, что, какие общие интересы, что вас может объединять, да. Вы будете думать одинаково. И, кстати, вы будете думать взвешенно и будете договариваться. Поэтому это умение договариваться, достигать компромисса и быть честными. Почему-то у меня вот правосудие здесь, да, это быть честными.
быть взвешенными. Ну, взвешенность это же о уме, да, о интеллекте, который неторопливый и просчитанный. Поэтому я думаю, что все-таки у вас получится экономить и взвешивать. То есть на рынке вы будете уметь покупать. Это не говорит о том, что вы будете жадными и он будет жадным. Нет, это говорит о том, что вы будете трезво смотреть на деньги, на ситуацию с деньгами и на деньги в ситуации. Вот так. Окей. То есть общие интересы — это достигать истины вдвоем. Быть честными, правдивыми друг к другу и к ситуации, и в ситуации в том числе. Почему-то вот так идет. А как он будет, давайте спросим, будет выражать свою любовь к вам? Вот, показывать он пока не готов ее, там, да, резко у нас по вот этой карте. А как он будет ее выражать, проявлять? Вы знаете, по-разному. Король кубков. И он таки будет ее проявлять. Он будет говорить о чувствах, возможно, не сразу. Это Скорпион. Это прежде всего сексуальная карта, поэтому это секс. Но он будет говорить о своих чувствах. Будет говорить: что-то очень сильно люблю тебя я сегодня. Особенно почему-то. А вы будете говорить почему. Или он же еще и добавит почему. Поэтому он будет говорить о своих чувствах и будет проявлять их. Будет дарить цветы. Будет где-то приглашать на какие-то, может быть, рестораны, да, вот такое вот. Ну, чаши все-таки, да, мероприятие. Но больше всего это говорить о своих чувствах, озвучивать их. Поэтому будет вам часто говорить о том, как действительно он любит вас. Неплохая картина складывается. Интересный расклад. Напишите, пожалуйста, что вы чувствуете сейчас. Я хочу спросить. Вот каким будет у вас духовное и эмоциональное объединение? Духовное и эмоциональное объединение. Смотрите, у него здесь король кубков. Поэтому этот человек как фонтан эмоций, фонтан чувств. Но ему нужно открыться. То есть вам еще нужно будет такую активацию проводить некую, да, чтобы этот мужчина открылся с вами. Но с такой прекрасной дамой, как вы, грех не раскрыться, да. Вы напишите: с такой прекрасной, как я, грех не раскрыться. Я тогда пойму, что вы слышите, о чем я говорю. Каким будет ваше духовное, да, и эмоциональное соединение? Вот давайте, чем это можно назвать? Это можно назвать, как будет выглядеть то, что вы чувствуете друг друга, да, вот так. Здесь может это быть и финансовый успех, то есть вас может объединять общее дело, общий бизнес, как минимум, или общая цель. Ну, может быть и ребенок, но как минимум это финансовый успех, жизнь в достатке и, возможно, дети. Прекрасная карта. Расклад сегодня просто шикарный. Ну, не просто мы так на Рождество, да. Ну, Рождество уже прошло. Это как бы такое Рождество после Рождества, да. Хорошо. Давайте духовное соединение. Давайте еще спросим о романтике и страсти, да. Давайте спросим, какое место в жизни вашей займут романтика и страсть? Я вот эту карту сюда положу пока. Немножечко ее прикрою. Сейчас, секундочку. Ну, давайте вот этой штучкой прикроем. Романтика и страсть у вас будет на первом месте. Но все зависит от вас, как от женщины. Здесь женщина именно в аспекте звезда, а это красота внешняя. Ну и, естественно, умение поддерживать эту красоту внешнюю. То есть это сексуальность, это
внешность, сексуальность, чувственность, да, тут все женские качества. Поэтому романтика и красота, она на первом месте, но она не будет так бросаться в глаза. Почему? Потому что она зависит от вас, как от женщины. То есть он на нее не будет давить. И если с ним будет действительно та женщина, которая заботится о своей красоте, о внешности, о красоте подачи себя, там, об ароматах, там, ну и так далее. То есть все, что касается красоты. Помните о том, что красота — это субъективное понятие в чужих глазах. Да? И красота требует жертв в том числе. Поэтому он не будет на нее давить, да, на эту вот аспекты романтики и страсти. Но вы, будучи той женщиной, которая вот с ним не просто так появилась, обеспечите этому аспекту первое место. То есть ему будет хотеться вам говорить о любви, делать какие-то романтические вылазки, или романтические квесты, или романтические приключения, да, или романтические обстановку, да, обстоятельства в том числе. То есть, еще раз, ключик к его сердцу есть ваша внешность, красота и женственность. Вот это вот запомните просто и можете написать мне в комментариях. Я вас услышал, Алехандро. Вы мне еще потом спасибо скажете, когда я вам буду гадать на личном раскладе, да, на какую-нибудь коррекцию, да, или о какой-то коррекции, да, ну, подсказки, советы. Окей, давайте теперь посмотрим. Ну, давайте спросим. Но все-таки, а как вы будете справляться с конфликтами? Он конфликтный человек, у меня вот такое. Как вы будете справляться с конфликтами? Ну или как он будет справляться с конфликтами? А вы уже себе сами посмотрите, да? Может быть, вы конфликтный человек, и он конфликтный. Вот как он будет справляться, да? С вами. С конфликтами с вами, я имею в виду. Семерка мечей, карта всегда говорит о том, что этого человека, с этим человеком, во-первых, вам не стоит конфликтовать, это раз. Он вас обманет в конфликте, это два. И третье, он может выходить из конфликта очень хитро. Поэтому я вам так скажу. Скорее всего, в конфликте он вас будет обманывать. Или каким-то очень хитрым и креативным способом выходить из этого конфликта. Он вам будет пудрить мозги. Как это будет происходить? Догадайтесь сами. Поэтому, что такое быть обманщиком в конфликте? Да? Это быть сталкером в конфликте на самом деле. Поэтому, что он будет делать? Он вас обманет, и он вам запудрит мозг таким образом, что вы просто и не поймете, что это было. Потому, скорее всего, он будет очень хитро выходить из конфликта. Как? Время покажет. Окей, давайте смотреть дальше. Давайте спросим, а каким будет его подход к решению проблем? Ну, мы уже видим, да, что он... Ну, тут вот просто проблемы, да, вот я и спрашиваю. Но он решительный, да. Но вот все-таки, как он будет решать проблемы, да? Ну, по-всякому уж можно решительно ничего не делать, да? Он радикально будет подходить к решению проблем, и этот человек достаточно, я уже говорил, жесткий и непредсказуемый такой, да, ну, хотя с ним вам будет надежно, он может быть где-то какой-то стремноватый парень, да, но этот человек будет это делать настолько постоянно по-своему и по-разному, но завися от обстоятельств все-таки. Его подход к решению проблем радикальный. Ну, здесь Феникс выпадает, что 20-й аркан — страшный суд, поэтому иногда это жестко. Но вообще этот человек в проблемы он рубит с плеча, да, то есть он пытается ее решить, чтобы больше она не возникала, да, то есть радикально избавляться от проблем. Ну, здесь вот он рыцарь, вот он и дает это качество ему, да. Окей, ну, тем не менее, это хорошая карта, это карта о весне, поэтому он будет высвобождать. Знаете, это есть такое правило бритвы Акама, отсекая все
сложное, да, идя к чему-то простому. То есть он будет делать так, чтобы было проще, как можно проще, как можно проще. Хорошо это или плохо? Нет, это неплохо. Простота не всегда хуже воровства. Он именно для того, чтобы упростить ситуацию. То есть будет идти по пути наименьшего сопротивления. Но он же и живет одним днем, помните об этом. Поэтому его стиль жизни такой где-то, ну, он может привык выживать, да. В детстве, может быть, ему было тяжело, и он выживал. Или в юности, или в какой-то период он привык, да. Хорошо. Давайте спросим. А как он будет воспринимать ваши достижения, кстати? Или вашу карьеру? Ну, смотрите, здесь карта достаточно такая зависимая, поэтому он, скорее всего, будет стремиться к тому, чтобы вы возле него не проявлялись никак. Повешенный, к сожалению. Или зависели только от него. Вы рискуете в этих отношениях попасть в золотую клетку. Но не к этому ли вы так долго стремились? Напишите мне, пожалуйста. Поэтому во многом ваши достижения зависят от него. Это созависимые успехи. Поэтому, скорее всего, у вас будет что-то объединять общее, где ваша карьера и ваши достижения для него будут не важны. А ваши общие карьера и достижения, а скорее всего ваши с ним общие достижения будут очень важны. Поэтому, скорее всего, он будет не склонен к тому, чтобы у вас была какая-то карьера. А вот достижения ваши будут совместными и будут объединять вас по аркану висящий. Это кармические достижения, поэтому отношения с этим человеком у вас будут глубоко кармические и глубоко нелегкие, но в этом и есть своя прелесть. Хорошо, давайте спросим, какое у него будет, да, вот отношение у этого мужа вашего, да, к вашим друзьям и к семье. Ну, давайте и друзей, и семью уже посмотрим в одной карте. Его отношение к вашим друзьям и к семье. Ну, это больше дружеские отношения. Но главное, чтобы ваши друзья и ваша семья не мешали именно вам и его управлению вашей семьей. То есть, если друзья вашей и ваша семья не будут вмешиваться и влиять на его там, творчество, на его успехи, на его мужское, на его правила, тогда все будет хорошо. Если будут лезть, ну, то его характер такой, что вам мало не покажется. Почему-то у меня вот такой поток идет от этого расклада. Окей. Хорошо. Давайте спросим, а как он будет заботиться? Вот проверим этого короля. Как он будет заботиться о вашем будущем, да? Как он будет заботиться? Императрица. Ну, смотрите, вы будете у него на первом месте, императрица. И, скорее всего, для него ребенок и рождение ребенка, и вы как хозяйка, как мать, или как заботящийся человек тоже. То есть он будет заботиться о вас ровно настолько, сколько вы как женщина сможете заботиться о том, что будет дорого очень ему. Смотрите, здесь переплетается императрица и король пентаклей очень хорошо. Поэтому общее, что вас будет объединять на уровне цели, и его забота об этой цели с вашей заботой, если они будут в гармонии, то это можно будет назвать счастьем. Как бы вы тяжело не притирались друг к другу, как бы там тяжело не было у вас в конфликтах, какой бы у него тяжелый характер не был, ваша женственность, она здесь рядом. Императрица, вот карта, и вот карта звезды. Да? Так вот, императрица и звезда, это говорит о том, что его забота гарантирована при условии, что вместе с ним или рядом с ним
к общей цели, с пониманием этой цели, идет красивая женственная женщина. Вот так, красивая женственная женщина. Услышали, да? Ну, такой вот интересный посыл. А вот давайте спросим, какие препятствия могут возникнуть на пути к вашему браку? Вот что вам может помешать? Давайте посмотрим. Первое — алкоголь. Второе — ревности. И третье — чувство. Это чувство. Поэтому, здесь чувства, скрытые чувства. Это рыбы. Поэтому, смотрите, алкоголь явно лишний. Рыцарь кубков, потому что есть король чаш здесь, вот он. Ревность, эмоции, потому что холерик. И вы тоже, может быть, ревнуете. И скрытые чувства, давайте так скажем. Если у этого мужчины вдруг какая-то женщина в прошлом, здесь просто 13-й аркан далеко в прошлое уходит, и он разъединяющий. Желательно, чтобы вы этого мужчину, или этот мужчина был чистый, или вы этого мужчину почистили. Если он, вы будете чувствовать, что он душой вот там тоскует. Помните, я говорил о тоске, ему нужно будет пережить тоску. Вот они, вот тут эти карты, да. То есть, если он действительно тоскует по прошлому. Или вообще перед свадьбой сделать ему такой свой чистый обряд очищения, да. Он никогда не помешает. Есть как открытие дорог, только очищение, да, и отвязка. И открытие дорог в том числе. Тоже делается на мужей. Вот это все делается. Прекрасно работает. Это мои, месседжи, поэтому по этой карте как инсайт, потому что здесь карта чистоты, чистая женщина, и вокруг него очень много женского влияния. А он идет к вам с сильным послевкусием прошлых отношений, от которых ему будет тяжело освобождаться, но придется. И в этом ваша роль далеко не последняя, а может быть очень близко первая. Услышали меня? Давайте посмотрим, какие уроки вам придется выучить еще до брака, пока вы будете притираться. Да, вот она. Что вам придется пройти, прожить, да? Или испытания перед браком. А вот то, что я только что вам сказал, отмотайте еще чуть-чуть назад. Его прошлое, смотрите, он прямо, вы будете чувствовать, как он уплывает в прошлое, этот мужчина, и он держит эту женщину из прошлого. Вот и все. Поэтому вот этот вот обряд очищения вам придется по-любому делать. И убирать из его поля все флюиды, энергии, женских энергий на нем. Может быть такое, что там на него когда-то приворот ставили. Естественно, шестерка кубков — это прошлое отношение. Поэтому вот это вот вам и надо. Может быть, даже после этого обряда он будет более спокойный, не такой там дерзкий, резкий, мерзкий, непредсказуемый, не такой холерик, может он станет наоборот флегма. Или сангвиником как минимум. Если он из холерика превратится в сангвиника, это уже результат. А если станет флегмой, и вам как раз того-то и надо, вы мне еще спасибо скажете за совет, да? Окей, хорошо. И, кстати, смотрите, здесь аркан чистки Феникса, он рядом. Так что все четенько тут. Поэтому смотрите, вам испытания прошлой любовью и испытания, возможно, какими-то обрядами, ритуалами, чистками и так далее. Тут они прям ложатся как красиво в расклад. Да? Хорошо. Давайте теперь посмотрим, как будет, какова будет именно выглядеть эта духовная связь между вами. Духовная, душевная или ментальная, да. Пусть будет духовная связь. Хотя, какую связь вы хотите, такую вы и напишите. Какова она будет? Круто. Это духовная связь нового мира и рождения чего-то нового. Поэтому вы обязательно родите миру в этой паре с этим мужем вашим или нового ребенка, новую жизнь, или новую жизнь для себя и для него. Как минимум, это рождение новой жизни. И это новый мир, открытый для вас обоих, полный радости, чистоты, гармонии и нового желания жить вместе. Нового желания жить вместе. Услышьте вот это. Очень классная карта. Как минимум, это
Духовная связь неземная, космическая, и это связь освобождения от всего тяжелого. То есть, по сути, где-то вы... У меня почему-то этот расклад, он нелегкий изначально, но в конце, смотрите, какое освобождение идет. Прекрасная карта ведь, да? И смотрите, 20-й аркан, а здесь 21-й. В пассиансе это все учитывается. И у нас остается всего 2 карты. И я даже не знаю, какая будет предпоследняя и последняя. Давайте спросим предпоследнюю карту. Ваше совместное будущее через 5 лет. Вот так. Ну или там через 3 года. Ну, ближайшие 3-5 лет. Вот так. Совместное будущее. Как раз и проверим, как вы будете проходить притирку. Да, 5 лет. Почему я сказал? Через 5 лет. Вот 5 лет у вас. Вы долго будете притираться. Ну, хорошо. Ну, смотрите. Здесь принцесса мечей. Это паж мечей. Через 5 лет, скорее всего, вам откроется новая реальность. Видите, вот она. А вы ее ищете. Вот она. Видите? Давайте так скажем. Первые 5 лет действительно вам будет нелегко. И последний вопрос, соответственно, он выходит и закрывает этот расклад 31-м, да? Вопросом, ну, получается, 31 карта у нас, да? 30. Еще одна не хватает. Раз, два, три, 4, 5, на 6, 30. Правильно. Последний вопрос номер 31, который я хотел бы задать. И что в итоге? А есть ли счастье в конце тоннеля? Увидите ли вы тот свет, да? О котором беспокоитесь прямо сейчас? Ставим на паузу и пишем. Прошу у судьбы мужа, с которым хотя бы через 5 лет я буду счастлива. И колесо фортуны обязательно провернется в вашей судьбе. Таким образом, что несмотря на все притирки, несмотря на боль и поражение прошлого в вашей судьбе и в судьбе вашего будущего мужа, истинная чистая красота, присущая чистой женщине, обязательно откроет вам в браке чистую любовь, неземную, нового измерения, новой жизни, в которую прямо сейчас магическим способом откривається двері. Світла вам та вашому Всесвітові. Бережіть себе, кохайте себе та Всесвіти, які оточують вас. І не забувайте допомагати силам світла, щоб було у світі світліше. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і обов'язково побачимось. От побачте, па-па. Хай збуваються мрії.